Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Егорова Настя, вы на канале Триумф, и сегодня наше очередное видео о красках для бровей. Зеленые брови. Кто хочет зеленые брови? Ко мне не ходит на окрашивание подружка Шрека. Один из очень частых запросов на форумах бровистов это: «О боже, у меня зеленые брови получились с Bronzan, как от этого избавиться?» И сегодня мы поговорим именно об этом. Почему получаются зеленые брови при работе с краской Bronzan? Чаще всего такой комментарий касается именно двух оттенков из палитры. Это номер 6 и номер 7. Почему так получается? Дело в том, что эти оттенки замешаны именно на сине-зеленом и темно-зеленом цветовом нюансе. Чтобы это понимать, нужно разобраться в колористике красителя. И для того, чтобы вы могли с этим разобраться, пройдите по ссылочке и посмотрите информацию об этом в одном из наших видео. Ну и поскольку красители замешаны на сине-зеленом и темно-зеленом цветовом нюансе, это нормальное проявление цвета красителя. Но это ненормально, когда вы используете данные красители не по назначению в цветотипе вашего клиента, либо смешиваете эти красители с другими оттенками, и вы получаете еще более зеленые миксы. Оттенок номер 6 нужно использовать для клиентов, в цвете внешности которых есть оливковый пепельный подтон, то есть либо желтый, либо зеленый оттенок. Оттенок номер 7 – это насыщенный оттенок, и он предназначен для окрашивания бровей темноволосым девушкам с теплой насыщенной кожей. Также нужно знать такие нюансы, как смешивание миксов. Оттенок номер 6 – это средней насыщенности оттенок, и его можно смешивать с различными другими оттенками палитры, и вы будете получать красивые миксы. Но этого нельзя сказать про оттенок номер 7. Он довольно насыщенный и плотный, и он не любит, когда его смешивают с другими оттенками, особенно с оттенками 1, 2 и 3. Потому что это оттенки холодной базы. И если вы в 7-й оттенок, который замешан на темно-сине-зеленом цветовом нюансе, добавите еще больше синего, тогда у вас получится еще больше проявленный зеленый оттенок. Запоминаем, что мы не смешиваем оттенок номер 7 в принципе, но если вам сильно хочется попробовать, то вы можете смешивать его с теплыми оттенками, такими как 4.1 или 5. Вообще нужно сказать о том, что 7-й оттенок, он очень самодостаточный, и поэтому не требует никаких миксов. Но если вдруг вам попался краситель, который изначально в химии, своей химии в упаковке имеет насыщенный зеленый оттенок при окрашивании, вы можете его балансировать с помощью теплого оттенка 4.1. Это оттенок на красно-оранжевой базе, и если мы смешиваем зеленый с красно-оранжевым, мы получаем нейтрализацию. Таким образом можно избавиться от зеленцы, если вам попался тюбик с ярко выраженным зеленым оттенком. Также зеленый цвет может проявляться в случае, когда вы только смыли краситель, и он еще не успел стабилизироваться. Тогда вы можете видеть легкую зеленцу в окрашивании. Что нужно сделать для того, чтобы этого не проявлялось? Ну, во-первых, корректно подбирать оттенок по цветотипу клиента. Очень хорошо, качественно смывать краситель с помощью ватного диска, смоченного водой. Лучше удостоверьтесь, что диск абсолютно чистый, и тогда сможете уже ждать проявления цвета. Ждать проявления цвета – это в прямом смысле нужно будет подождать, потому что краситель должен высохнуть, стабилизироваться. Какое время на это понадобится, у каждого индивидуально. У кого-то может пройти 5 минут, кому-то нужно будет около часа, но стабилизация цвета должна пройти. И очень важным нюансом есть то, что краситель нужно хорошо просушивать при выкладке.
потому что если вы его не досушите, могут быть не только пятна по насыщенности окрашивания кожи, но и также по цвету. Где-то может быть зеленее, где-то нейтральнее, и таким образом окрашивание будет неравномерное. От себя хочу сказать, что у меня ни разу не получалось так, что краситель был откровенно зеленым. Просто главное подбирать оттенок под цветотип клиента. Вот здесь вы можете видеть модель, у которой прослеживается этот оттенок в цвете кожи, в радужке глаза. И окрашивание с помощью оттенка номер 7, здесь я использовала именно оттенок номер 7, гармонично сочетается с оттенками в ее внешности. И, конечно, если бы я использовала этот оттенок на девушке с холодной кожей, с каким-то ярко выраженным холодным оттенком в волосах, это было бы уже некрасиво, некорректно, действительно выглядело бы слишком зеленым. От меня это все рекомендации, которые я могла бы вам дать для удачной и успешной работы с этими красителями, и чтобы к вам приходили клиенты только за красивыми бровями, а не за зелеными. Я надеюсь, вам было полезно. Жду от вас вопросов или комментариев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч. Пока-пока.